Всем привет! И у меня началась рабочая неделя. Воскресенье. Заехал я на заправку, заправил полные баки. И поедем мы в город Каупангер. Завтра у меня выгрузка будет в 8 утра. Вот, почему так вышло. Вначале был план, чтобы я 45 часов делал. Но сегодня менеджер позвонил, мы все переиграли, и мы решили не рисковать, потому что был шанс опоздать на выгрузку завтра. Вот, поэтому я спокойно выехал. Дороги сейчас пустые в воскресенье. Осло пролечу я сквозняком, я думаю. Так, я уже добрался к подножиям гор. И сейчас заехал в душ на стояночку, искупнулся и продолжу путь. Вот, сейчас я посмотрю, значит, по сайту, как у нас погода. Значит, на нашем перевале. Еду я через 52-й перевал. Самый такой популярный. И, значит, сейчас мы сравним, соответствует ли информация на сайте, соответствует ли действительности. Итак, у нас, значит, что у нас? У нас плюсовая 3,2 градуса, 3,2 градуса. Дорога сухая. Ветра нет. Ну, на самом только перевале на вершине есть ветер. 8 метров в секунду это не ветер. Вот сейчас поедем, посмотрим, что там у нас происходит. Здесь у нас сейчас 8 градусов. Городок Гол. Лежит растаявший снег местами, грязный. Вот, ну здесь получается в пятницу. В пятницу шел снег, в четверг шел снег, морозики были. Вот, ну сейчас уже все здесь внизу растаяло. И сейчас у нас 24 октября на данный момент. Но я так думаю, что-то с запозданием немножко зима в этом регионе. Ну, как бы, сейчас потиху начнет набирать на свои обороты. Будем мы за этим следить. Вот, ну, а я же, уже у меня есть загрузка на завтра. Завтра я сразу выгружаюсь и еду грузиться. Угадайте, чем? Напишите в комментариях. Ну, на завтра тоже у меня тот же самый маршрут получится. Поэтому погоду я тоже посмотрел. Вроде бы все должно быть хорошо. И вот все, мы уходим на 52-ю направо, по семерке у нас прямо. На семерке сейчас тоже сухо, потому что даже первое информационное табло, оно перед этой стоянкой, где я сейчас стоял, в душ ходил, оно 1,5 километра от этой стоянки, и там вообще никакой не было информации. Если не было информации, значит, маленькая очень вероятность, что табло сломано, и большая вероятность, что все хорошо. То есть там на табле может писаться, допустим, дорога 7 close или open, и также про 52-ю информация будет. И еще про 50-ю и про 51-ю. И сейчас будет первый подъем в этом городе, но здесь он всегда почти зимой посыпанный. Не особо я с ним проблем здесь никогда не встречал. Больше проблемы бывают уже там на самой 52-й, на втором подъеме большом. Ну и посмотрим, как у меня пойдет следующая неделя.
Точнее, я-то уже ее начал, как бы эта неделя для меня. Посмотрим, что поменяется. Да, я уже получил подтверждающую информацию, что я буду работать с этим прицепом, с литовским, на литовских номерах, до конца уже своего рейса. Да, у меня уже начался отсчет от 30 вниз. В районе 20-х чисел ноября меня уже поменяют, и поеду я в свой долгожданный отпуск. И уже только потом, после Нового года, я приеду назад работать. Вот такие здесь два заворотика на этом первом подъеме. Ничего страшного, довольно-таки широкие. И все, дальше уже идем на 52-ю вверх. Вот я и поднялся на перевал. Ветер 7 метров в секунду, температура 5 градусов. Как видите, дорога сухая. Снежок только на горах. Ну и вот по обочинам немного припорошенный. Ну и вот здесь все равно вот хочется сказать, что природа Скандинавии, она никогда не постоянная. И она всегда, вот ее разная красота. Вот определенный один даже маршрут берем. Вот, например, даже вот эту 52-ю дорогу. Она можно считать, ну, если не каждый месяц, но каждые 2 месяца она всегда становится какая-то другая. Вот мне даже сейчас кажется, вот впереди такой на склоне горы камни лежат. Вот они даже цвет, мне кажется, поменяли. Они стали какие-то зеленые. Ну, зеленее, точнее. Ну и все, скоро вот это вот озеро на вершине замерзнет у нас. Я думаю, пару недель я даю ему. Я думаю, я сюда еще попаду до конца отпуска. Вот, посмотрим, и что с ним станет. Ну, а пока вот такой вот расклад у нас на 23 октября. 24 октября у нас сегодня воскресенье. Пока ничего страшного. Ну, а у меня, я могу сам себя, наверное, поздравить. Как бы первый снег увидел. Вот. Ну, вообще правильнее, когда первый снег, когда он идет, поздравлять. Но и так сойдет. Я думаю, скоро и пойдет, в принципе. Что-то, да, в этом году, конечно, он запаздывает для меня. И там, где начинает идти снег, я оттуда уезжаю. Ну и все, сейчас пройдем перевал, и бонусом еще день будет, ну, точнее, еще светло будет. Я думаю, до паромчика вы со мной доедете. И, кстати, да, я так забыл сказать, что я не знаю, что я везу. Вот, я знаю, что там большой груз, то есть я открыл, потому что прицеп сзади, и увидел перед собой просто стену такую деревянную. Вот, то есть там 3 части чего-то загруженных. Вот, завтра я открою боковую сторону, и мы с вами увидим, что же там. Поэтому в следующем видео смотрите, будет распечатка прицепа. Ну и посмотрим уже потом в Швеции, когда я выгружусь, что же будет дальше. Поменяется ли у меня направление. Но даже сейчас уже я еду в это направление. Это уже можно считать какой-то переменой, потому что 2 месяца я ездил в одно и то же направление. Ну, за исключением там пару раз, наверное. Вот видео я снимал осенний марафон. Я ехал на Транхейм по 14-й дороге. И я не помню, что там еще где-то было. Что-то я... И, наверное, в принципе, все. Да, остальное у меня было все направление Хаугесунда, Ставангера. Ну и да, вот сейчас уже вот сама вершина, 4 градуса. В принципе, как писала погода, все так и есть. Сухо, 4 градуса, ветер 7 метров в секунду. Ну, я и говорил вот в видео предыдущем, что
эти сайты, оригинальные норвежские, ur.no и vigvesen.no, они не врут, и камеры показываются в реальном времени с задержкой в 15, максимум 30 минут. Ну и где-то очень в жопенях каких-нибудь там, ну, час. И то я, наверное, такого не помню, чтобы где-то была задержка в час. Помню 30 минут, я помню задержку картинки с камеры. Такое, да. Ну, поэтому это очень удобно, и ты всегда знаешь, что тебя ждет. А если ты знаешь, что тебя ждет, то ты можешь успешно преодолеть этот отрезок пути. Вот я уже мчусь на спуск. Я уже, если честно, и забыл, как в гололед и в снег спускаться с гор. Придется вспоминать по факту все. Ну и здесь вот мы сейчас скоро приблизимся к этому, к зигзагу вниз, который опасен, когда едешь в обратную сторону с большим весом. Но тоже хочу сказать, что этот подъем тоже он просыпается. И очень хорошо просыпается. Да, бывают исключения, бывает такое, что промаргивают это дело. Но и, как вариант, бывает, что и закрыто будет перед подъемом, перед кольцом будет закрыта дорога. И там тоже довольно-таки большая площадка, много машин вмещается. Ее специально очищают зимой. И потом подъем, когда посыпают, начинают пропускать машины в колонии, либо же просто открывают. Поэтому из Бергена в Берген направлений много. И в случае чего, если одна дорога закрыта, а вторая открыта, едем, конечно же, по открытой. И вот здесь даже по обочинам, если вам будет видно, что вот все усыпано в посыпухе. И даже я вижу, что уже свежее, что уже посыпалась эта дорога. И все, вот как только я пошел вниз, сразу же начала и повышаться температура воздуха. То есть было 4, стало уже 8. Ну вот мы спустились с перевала. И вот по левой стороне площадка, на которой зимой могут собирать машины в колонну. Так, а у нас 26-километровый тоннель. Но мы на него не поедем, мы поедем правее на 5-ю дорогу в сторону Каупангера. И мне до парома 15 еще километров. И как видите, мы обратно попали в золотую осень. Здесь не пахнет пока что зимой. Испанцы. Что они делают в Норвегии? Иногда это вот самые такие проблемные ребята, которых встречаешь зимой. Да и вообще в любое время года в Скандинавии. Немецкие номера, испанские, там, французские, итальянские. Потому что они обычно являются преградой перед вами. И вот вы как видите, да, он едет просто вообще посередине дороги.
несмотря на то, что это в обе стороны направления. Но не плетется, едет нормально. Обратите внимание, какой лежит валун. И это он слетел с горы когда-то. Прикиньте, как он падал. И здесь до парома 6,6 километра тоннель. Вон вдалеке на воде наши кораблики плавают. Два парома ходят здесь между собой. И мы как раз сейчас подъедем, и он и доплывет. Здесь короткая переправа. Берег левый, берег правый, и все. Вот на тот берег, туда, если видно, он и плывет. А я пока буду плыть, но он недолго плывет, минут там сколько, 20-30. Посижу, и видео надо мне одно доделать для вас.